Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская и мой подкаст «Окно». Окно в новые смыслы себя и жизни. И сегодняшний разговор я хочу посвятить продолжению темы, начатой в предыдущей записи от 1 февраля, в которой я осветила процессы, которые сейчас происходят в пространстве, в состоянии людей. И ответила на вопрос, как себе помочь сейчас. То есть дала какие-то экстренные инструменты, которые могут прямо в настоящее время помочь телу проживать это непростое время. Энергетически непростое в первую очередь. И вот буквально тут же стали происходить встречи, разговоры, новые встречи, новые разговоры, которые показали мне, что нужно более подробно осветить то состояние людей, которое вызывает очень много вопросов. Сразу после той записи, в тот же день, у меня состоялся разговор с моей подругой, в котором она тоже поделилась вот своим состоянием вот этого торможения, постоянно какого-то бессилия непонятного. Все время хочется лежать. И у нее тогда еще возник вопрос, она говорит, вот еще слава Богу, что я свободна в своем графике, что я могу себе позволить где-то полежать, где-то отложить еще. Рина, а как другие люди, вот кто работает в жестком графике, люди с 8 до 5 ходят на работу, или те же продавцы в магазинах, она говорит, я вообще не представляю, ведь все испытывают такое состояние. И я с ней полностью согласилась, потому что я все время смотрю на людей, которые работают в сфере обслуживания, которые постоянно, так скажем, должны быть на своем посту, и имея тоже свободный график своей жизни, я все время поражаюсь, как они выдерживают. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с одной женщиной, которая вот таким образом живет, работает, причем на 2 работах, то есть у нее фактически выходных, я вообще даже не знаю, наверное, и нет. Ну, выяснилось, конечно, что они есть, когда мы уже с ней стали более подробно разговаривать на эту тему, причем она сама завела этот разговор. Вот. И она мне задала тогда вопрос. Она знает, чем я занимаюсь, какое мое направление в жизни. И она говорит, скажи, пожалуйста, вот сейчас очень и очень тяжко. Это у всех так или только у меня? Я говорю, а как ты бы назвала свое состояние? Она говорит, я бы свое состояние назвала вселенская лень. Я ничего не хочу. Более того, я ничего не могу. У меня постоянно нет сил. Единственный передых, который я сама себе позволяю, это вот я иду с одной работы на другую работу. И я просто плачу. Мое тело плачет. Она говорит, я даже вот я понимаю, что я
Вроде бы я не хочу плакать, а у меня слезы текут, вот просто текут по лицу. И я понимаю, что что-то происходит, а я ничего сделать не могу. И вот я так проплачусь автоматически, ну, захожу на другую работу, уже вроде бы как легче стало. И когда у меня приходит выходной, вот я вспомнила, все-таки о выходном была речь. Она говорит, вроде надо там что-то делать по дому, вроде надо что-то делать. Она говорит, а я просто тупо лежу и все. Я тупо лежу. Извини, говорит, за подробности, у меня даже нет сил просто встать и помыться, вот как хотелось бы. И в этой истории я увидела подтверждение той темы, на которую я говорю уже тоже не один год. Я назвала тогда это состояние «я устала» огромными буквами на весь горизонт, на всю Вселенную. Вот если эта женщина назвала состояние вселенская лень, я назвала его вселенская усталость размером с планету. И вот у этой женщины, вот с которой последний разговор состоялся, я у нее тогда спросила, как ты себе помогаешь? В ответ была тишина, что означает никак. А что, говорит, я могу сделать? Мне надо работать, мне надо зарабатывать. Вот. Очень грустная история. И поэтому я и пришла сюда, чтобы поговорить на эту тему. И, возможно, этот разговор для кого-то станет действительно той помощью, которая сейчас действительно поможет. И не на словах, а на деле. Да, пауза большая опять. Вот вам первый ответ, друзья. Паузы. Это первое, что я вам говорю. Говорила, говорю и буду говорить, предлагать. Делайте паузы в своей жизни, если вы не можете остановить тот график жизни, работы, который у вас на сегодняшний день есть, и вы также обесточены, обессилены, что, как оказывается сейчас, естественно, для нашего тела, то первое, что может помочь, это паузы. Обыкновенные, элементарные паузы, хотя бы небольшие. Сейчас нужно включить эконом-режим. Свою энергию сейчас нужно беречь всеми возможными способами, сохранять. Когда наступают такие периоды, то я всегда говорю, если есть возможность, сядьте. Если есть возможность, лягте. И лежите, как только можете. Качественно лежите. Потому что предел сил
запасы энергии у человека все-таки конечны. И если он не умеет вовремя восполнять свои энергетические запасы, то хотя бы нужно останавливаться в той гонке. На самом деле это же гонка, как бы вы сейчас бессильны не были обесточены, в любом случае вы двигаетесь по какому-то постоянному маршруту, скорость которого вы, к сожалению, не можете регулировать. Вы же не можете на выкл поставить и все, например, на сутки отвалиться, потому что вы так решили отставить все дела. Вот, например, как я с понедельника по среду, вот в прошлой записи я об этом говорила. Я провела модуль в воскресенье, и с модуля я пришла, в принципе, в ресурсе. А с понедельника начались новые процессы, уже плюсом ко всему этому. Мне еще вот это нужно прожить, закончить, а уже плюсом с понедельника пошла новая доза огромного энергопотока. А я все это задолго проживаю, я имею в виду до, так скажем, задолго до всех, до большинства людей. И все, я была выключена. И с понедельника по среду я просто физически ничего не могла делать. И я отменила все встречи, все назначенные какие-то мероприятия, я их все сдвинула на неопределенный срок, сразу я так сказала. Вот. Благо, все, кто со мной на связи, я сразу на берегу оговариваю эти нюансы, чтобы люди понимали, с кем они держат связь. И все с пониманием отнеслись, что можно было на неопределенный срок, я вообще отменила, что не так срочно было, а срочные какие-то вопросы уже раскидала, решила как могла. Но я качественно с понедельника по среду я просто вот лежала пластом. Я физически ничего не могла сделать. А куда деваться? Вот у меня так. Мое тело было просто вот никакое. Это я могу так себе позволить. Потому что у меня такой график, я его таким создала, свою жизнь выстроила. А люди, которые не могут это сделать. И это реально вот это какая-то гонка, которая постоянно заставляет человека быть включенным в этот процесс, и оттуда выйти невозможно. Это не хорошо, это не плохо, это просто данность жизни. Я сразу хочу это обозначить, чтобы ни в коем случае ни у кого там не возникло ощущение, что я тут какие-то ярлыки навешиваю. Конечно же, нет. Я просто сейчас рассуждаю на все возможные варианты. Вот. И поэтому, если нет возможности вот так себе обеспечить такой перерыв в своей работе, в своей жизни, то значит действовать хотя бы, жить вот через те паузы, о которых я постоянно говорю. Как одна девушка мне сказала: Рина, как у вас хватает сил постоянно одно и то же говорить? Я говорю, так потому что я все время говорю на темы, которые актуальны всегда, а не вне времени. Это сейчас уже такие навыки, которые должны быть в нашей жизни постоянно, повсеместно, каждый день. Просто они новые. И поэтому это нужно встраивать в свою жизнь. Поэтому паузы в первую очередь. Еще раз повторяю, если есть возможность, сядьте, если есть возможность, лягте, полежите, и потом уже, поверьте, вы будете уже совершенно в другом состоянии. Да, конечно, может быть, это состояние не будет вот прям кардинальным, но поверьте, хоть какой-то передых для тела сыграет для вас огромную ресурсную роль. Что еще включает в себя эконом-режим? В предыдущей записи я уже тоже говорила. Свести к минимуму сидение в интернете,
Потому что на самом деле, когда вы включаете телефон и погружаетесь в ленту, вы себе даже представить не можете, сколько энергии вы сливаете туда. Потому что через внимание утекает энергия. Где внимание, там энергия. Все. Вы замечали, что когда вы долго сидите в ленте, в соцсетях, вы выключаете телефон, когда вы выходите, вы чувствуете обесточенность, опустошенность. В чем дело? Вот вроде бы, что вы делали такого? А куда энергия делась? Задавайте себе эти вопросы. Она слилась. Она просто слилась. Если тем более вы еще что-то внимательно почитали, если вы куда-то погрузились эмоционально, еще пообсуждали внутри себя, а еще там где-то с кем-то поругались мысленно или вслух. Все, пожалуйста, ушатом просто ваша энергия туда и полилась. И, конечно же, ни в коем случае не смотреть новостные передачи. Доброго, к сожалению, сейчас не говорят практически ничего. Негатив тоже забирает очень сильную энергию, потому что вы автоматически включаетесь, и вот эти крючки, которые срабатывают, также забирают вашу энергию. Вы в любом случае все живые люди, мы все живые люди. Мы включаемся, хотим мы этого или нет. Мы, как сейчас говорят, эмоционируем. Слово-то какое-то, я никак к нему привыкнуть не могу, но вот почему-то все-таки я его сказала. Мы эмоционально включаемся, потому что это просто наша живая природа. А за негатив проще всего подцепить любого человека. И вот, пожалуйста, хоть один какой-то такой факт озвучивается, а в нашей библиотеке всегда найдется какой-нибудь вариант на эту тему. И что-нибудь да все равно зацепится. А так как сейчас состояние очень воспаленное у людей, обостренное, можно сказать, обнаженное, изнутри же все воспаляется, все взрывается там внутри. Чувствуете вы этого или нет, а это так и есть. И сейчас любой вот какой-то негативный момент, факт обязательно что-нибудь да зацепит. Зачем вам это надо? Берегите себя. Не смотрите новости, не смотрите. Все внимание в себя. Все внимание в свое состояние и задача, как себя сохранить сейчас. Потому что на самом-то деле все опять не просто так. Будет замечательно, если после этого вы дойдете до вопроса, как себе помочь более полно, более глубоко. Я не знаю, как это слово назвать, но я имею в виду, что больше себе помочь, чем просто попить воды, что тоже является помощью, подышать, посидеть, полежать. Что происходит с вашим телом? Что происходит с вами на самом деле? Я уверена, что в каждом, кто сейчас чувствует такую очень-очень непростую историю, а в принципе сейчас мы все испытываем такое состояние в силу всех факторов. Только те люди, которые постоянно что-то делают, помогают себе вовремя, они все-таки более ресурсны сейчас. Вот, например, я сейчас же с вами разговариваю, и я вам подсвечиваю, куда смотреть и что делать, потому что я знаю ценность того, что я вам сейчас говорю.
Я вам честно говорю, что если бы я в свое время не начала мою дорогу, вот ту, которую я сейчас иду, по-моему, это где-то уже говорила, что я почему-то, не то что почему-то, я уверена на 100%, что я бы не выдержала всего того, что сейчас происходит, учитывая мое состояние, которое было на старте моей жизни. Я бы точно не выдержала. Меня бы, наверное, точно уже не было в живых. И причем не один раз. И поэтому то, что я сегодня способна здесь быть, говорить, делать, помогать другим людям, это только за счет того, что я разбиралась со своими внутренними вопросами и исцеляла их. И поэтому сегодня, да, я смотрю открытыми глазами на все происходящие события и способна это выдерживать, способна помочь себе и другим людям, которым нужна моя помощь. Почему? Ну, потому что я это сделала, я сама себе помогла. И кроме меня этого никто не сделал никогда бы. Вот. И еще одна большая пауза. И вспоминая мою историю, я точно знаю, что в каждом из вас есть своя история, которая накоплена, скорее всего, за всю жизнь. И здесь, наверное, все-таки нужно говорить не обо всех, не обобщать весь этот сценарий, потому что, я еще раз говорю, это состояние сейчас наблюдается у всех. Почему? Потому что стали подниматься такие пласты, такие глубины снова, которые вроде бы уже и притихли. И казалось, уже и темы все это мы там проработали, посмотрели, уже все поняли, разложили. А все равно что-то поднялось. Просто новые пласты поднялись. Они укладывались постепенно в нашей жизни со всеми ситуациями. И также мы исцеляемся от них постепенно. Невозможно человека взять и сразу вычистить на полную катушку. Это просто невозможно. Тело не выдержит, психика тоже. Поэтому все это исчищается, знаете, как шелуха пластами. Как накоплено, так и исчищается. Только у тех, кто что-то делал, это в таком рабочем порядке происходит. А те, кто не делал, сейчас вот испытывают просто запредельное напряжение и запредельные очень большие нагрузки, и они не знают, как себе помочь, потому что они загнаны в тиски обстоятельств. В свое время они не перестроились, сигналы уже были, 100% были. И причем давно уже, и причем не один год, но терпение-то у всех же бесконечное, кажется. Докажется потом, да ладно, да еще, ага, вроде хожу, вроде на ходу, вроде. Сколько было случаев, когда люди ко мне обращались в очень тяжелом состоянии, в очень тяжелом, прям в критическом, там прям вопросы жизни стояли. И делали определенный шаг. И я помню, как я все время в таких ситуациях говорила, что вот сейчас вот острое состояние снято,
А там и знаки все такие уже были просто, ну, в общем, надо все останавливать и уже бежать себе помогать просто, иначе будет все очень и очень печально до летального исхода. И вот люди буквально приползали в таком состоянии, потому что уже СОС. И я всегда говорила, вот сейчас первый вот этот трансформационный шаг, воспаление снято, это знаете, как гнойник. Вот вскрыли, вычистили, вот это сняли, но надо же это все капитально чистить, это же все надо еще поглубже чистить, не просто вот выпустить гной и все. Это же надо пролечить все капитально. А мы делали вот этот первый трансформационный шаг. Воспаление снимали, и да, надо время. Кто-то сразу шел, кто-то брал паузу. Я потом приду. Но вот те, кто продолжили движение, они так и пошли как-то по жизни, вот уже все в эту сторону, в сторону исцеления, грамотного отношения к себе, к своей психике, к своему телу, вот уже в тех вот в новых навыках. А те, кто вот говорили, что вот сейчас я вот это сделал и потом приду, все, этих людей нет. Но жизнь мудра, и постоянно мне приносит известия об этих людях. Я за ними не слежу, жизнь сама мне эти подтверждения все приносит. Всяким абсолютно способом. Как у них усугубилось опять то состояние. Да, они оттянули время. Да, они какие-то задачи свои выполнили, которые для них были важны в тот момент. Но опять все то же самое началось. Все то же самое, только немножко, может быть, другой расклад. Не рассосется само. Вот что ты хочешь делать, оно не рассосется. Тем более, учитывая все вот эти процессы, которые происходят, это всегда теперь будет. Вот эти энергии, которые на нас льются постоянно, они так и будут литься постоянно. Это тоже абсолютная данность жизни. Только люди застревают. Жизнь поток. Она как была поток, так и есть. Только раньше она была такой другой поток все-таки. Ну а сейчас поток прямо. А люди застревают. Люди не догоняют. И никак не могут понять, что уже как было, не будет. Их заставляют шевелиться, только шевелиться не так, как они бегали вот в этих гонках. Я опять говорю за непонятными целями, которые ни к чему не привели. Вот они привели туда, где сейчас люди находятся. Кому сейчас хорошо и замечательно? Поэтому имеем то, что имеем. Так что, люди дорогие, если у вас сейчас состояние Ваньки-встаньки, если вам хочется лежать, спать, это абсолютно нормально. Во-первых, это нужно вашему телу. И очень нужно. Тело сейчас является главным барометром вашего состояния. Идите за своим телом, давайте, что ему нужно, что оно просит. Это в первую очередь отдых. Чем его больше, тем лучше. И во сне, и вот в таком лежачем состоянии телам легче и проще проживать все эти процессы. Но я так думаю, здесь я Америку не открыла. Это уже азбучные истины. Вот. Когда двигаетесь уже в дне, то через паузы. Ограничить общение, я уже сказала в предыдущей записи.
И побольше общаться, наверное, все-таки с природой и со своими людьми. Ну, с природой все понятно. И очистит, и наполнит, напитает, выровняет. Только обращайтесь, просите, еще больше будет дано. И, конечно же, со своими людьми, которые на одной волне с вами, с которыми не надо напрягаться лишний раз, которые поймут и поддержат, и поговорят, и помолчат вовремя. Это благо и огромное, это ценность жизни. Побольше того, что наполнит. Но я так думаю, что если сильная обесточенность и бессилие, конечно, особо нет сил, там, как говорится, что-то читать, что-то это. Но, кстати, вот как бы ни были обесточены люди, все-таки проскальзывает, что в интернете-то сидят. И поэтому вот я бы рекомендовала, конечно же, опять карантин на это дело ввести, и уже будет другое состояние. Вот у меня, когда девушка делала расстановку, которая мне вот это рассказывала, так, ну, в общем, недавно делала расстановку, и она сказала, я тоже всем вот говорю, особенно после таких процессов глубоких, минимизировать, а лучше вообще карантин вести на интернет. И она сказала, что она сразу заметила, как у нее стало меняться состояние. Ну, во-первых, конечно, в результате вообще нашей работы. И она говорит, действительно, я заметила, что ограничив пребывание в интернете и сильно, да, у нее есть работа в интернете, там определенная переписка деловая, все это, но она в то же время и прямо сидела там. И все время думала, где ее энергия, почему у нее сил нет, в том числе. Ну и вот потом, когда она вела тот режим, который я ей рекомендовала, она отметила, что состояние, конечно же, стало меняться. Силы стали появляться через какое-то время. И поэтому предлагаю тоже прислушаться. Это все опыт и практика. И личный, и других людей. Так, что еще? Что еще? Минимизировать физические нагрузки, особенно тяжелые нагрузки. Здесь надо прямо очень аккуратно. Я еще раз говорю, телам и так непросто. Больше все-таки я бы сейчас, наверное, рекомендовала отдыха. Это если только кто в ресурсе находится и чувствует себя прямо нормально, те, конечно, ради бога, я здесь этих людей не касаюсь. Мне кажется, им тут и рекомендовать ничего не нужно. Они сами все прекрасно знают, понимают. Я сейчас больше обращаюсь к людям, которым все-таки нужна помощь. Вот. Минимизировать физические тяжелые нагрузки какие-то. Что еще? Ну и волшебное слово, волшебный вариант обращаться за помощью и вовремя к тем специалистам, которые вам реально могут помочь. Я сейчас говорю не только вот о каких-то психологических направлениях, о терапевтических, вообще ко всем специалистам, к тем же врачам. Возможно, кому-то уже давно пришло время обратиться за помощью, сдать элементарные анализы, посмотреть, что с телом происходит. Потому что традиционная медицина, она, конечно, у нас сильно отстает от потребностей наших тел сейчас, от потребностей нашей психики, физики. Но в то же время она является экстренной помощью для наших тел, и от нее ни в коем случае нельзя отворачиваться и отказываться. Есть очень много грамотных, прекрасных врачей-специалистов, которые действительно находятся на своем месте и выполняют прекрасно свое дело, свои задачи.
Поэтому здесь просто нужно найти своего специалиста и обязательно обратиться за помощью, чтобы уже и таким образом тоже сделать вклад в свое здоровье. Тело будет благодарно, поверьте. Вот. Обращаться вовремя за помощью. Вспоминайте, пришло время действительно взрослых людей, а взрослые люди всегда обращаются за помощью. Это только дети сидят в своей песочнице и дуют пузыри, я сам. Поэтому обращаться за помощью к тем специалистам, которые вам сейчас необходимы. Вот. Ну и понятно, если требуется помощь других специалистов, конечно же, тоже делать это. Идти к ним. Есть много специалистов по работе с телом. Просто еще раз говорю, надо очень аккуратно, очень аккуратно. Когда вы приходите к специалисту любого направления, слушайте тело. Мое, не мое. Чувствуйте, чувствуйте, чувствуйте обязательно. И если только есть согласие, то идите на контакт, идите в сотрудничество. Ни в коем случае не игнорируйте какой-то стоп или отторжение. Тело врать не может. Я всегда говорю, только тело знает правду. Вот. Ну и, конечно, тема года, тема дня на каждый день — это тема нашего сердца. Я уже в предыдущей записи говорила, что вот на модуле родилась совершенно неожиданно трансформационная дорога исцеления сердца. И я увидела прям вот эту связь, эту главную нить этого года. А что это значит? А то, что сердце каждого из нас требует исцеления. Я не зря так подробно говорила о состоянии людей сейчас, причем всех, потому что действительно поднялись глубинные пласты, у каждого свои, понятно, у кого-то это может один пласт, а у кого-то целая история длиной во всю жизнь, кто ничего не делал. Ну, у всех это все поднялось. И ведь где это все поднимается? В наших телах, а чувствуем мы это все в нашем сердце. И все эти тяжести, они в первую очередь, конечно же, лежат в наших сердцах. И как бы мы ни думали, что мы сильные, как бы мы ни запечатывали себя, пришло время, когда это все просто вот уже проявляется, открывается, вскрывается, хотим мы этого или нет. Нас оживляют всеми возможными способами. Если этого не делать, ну, рано или поздно сердце просто не выдержит. Вот и все. И у меня был такой случай, когда ко мне обратился молодой человек, и почему я о нем вспомнила, потому что там прям это явно прозвучало. Он ко мне пришел, сколько ему было? До 40, по-моему. Да. И вот он мне тогда сказал, что я пришел к тебе потенциальным трупом. Просто мы и до этого сотрудничества знали друг друга. Вот. Мы с ним работали в одной из организаций, потом вот я ушла в свое направление, он тоже оттуда потом ушел. И через какое-то время он уже ко мне пришел, постучался в качестве клиента. Вот. И вот он тогда произнес эту такую сакраментальную фразу: «Я пришел к тебе потенциальным трупом». Я точно знаю, что если бы я не обратился, то все. Но там сердце бы не выдержало.
Вот, и распечатывали. И вот сейчас история эта абсолютно актуальна для каждого человека планеты Земля. Посмотреть в свое сердце честно и ответить себе на вопрос, а что там? Потому что все, что вас сегодня обесточивает, утяжеляет, это все оттуда, в том числе, в первую очередь. И поверьте, как только вы начнете смотреть в свое сердце, признавать, что-то с этим делать, то ваше состояние будет облегчаться и очень существенно. Вот, например, на модуле девочки это делали, и у них состояние, конечно, до модуля и после него отличалось очень сильно. Потому что, я еще раз говорю, вот вроде бы, да, пришли на модуль, садись и поглощай информацию, как обычно привыкли все на учебе. А мы почти половину модуля исцеляли сердца. И это был самый правильный, грамотный шаг в соответствии со всей жизнью, которая и диктует нам эти новые правила. Опять же, заботьтесь о нас. Только если бы мы это знали, да? Но вот вы теперь и знаете. И поэтому смотреть в свое сердце, честность с самим собой существенно экономит время и жизнь. И поверьте, если вы себе подарите это благо и да, мужество, то вы подарите себе жизнь. По крайней мере, ее качество, я думаю, вы ощутите. Вот, друзья. И я прям слышу, как такое вот тихое такое, да. Не знаю, чье, но я прям услышала такое молчаливое согласие. И только после этого честного взгляда в себя и опять тишина. Просто вот не могу даже начать говорить. Кому-то из вас, наверное, очень сильно нужна эта тишина и эта пауза. Слишком вы себе задолжали. Слишком.
меня сейчас пришло ощущение, что для кого-то из вас вот эта пауза, настоящая такая пауза, реально первая за много лет. И, возможно, ради этой паузы вы и пришли сюда сегодня. Наверное, если просто помолчать, для кого-то уже это огромное благо и даже радость. Прям выдох тела я слышу, прям как тела выдыхают. Я не знаю, слышите ли, чувствуете вы ваши тела, я их чувствую. Я прям слышу. Такое ощущение, что вроде бы и говорить есть о чем. А, наверное, как-то уже и достаточно. Да. Ну, в принципе, наверное, так и есть. Достаточно. Сказано много. Кому надо, тот услышит и возьмет. И эти паузы тоже. Как первые важные бриллианты в свою жизнь. Не буду больше наставлений каких-то читать. Да я, в принципе, это и не делаю. Я просто разговариваю с вами, делюсь опытом. Оставляю вас на этой паузе. Подарите себе такую жизнь. Попробуйте. Захочется поделиться, я буду рада. Друзья, даже вот говорить больше и не хочется. Надеюсь на правильное понимание. Всех благ. Я на связи. Пока.